Так, доброе утро, друзья. Новый рейс у нас, новое задание получил. Сейчас поедем. Что у нас тут пишет? Все нормально. Так, сходил, забрал. Маршрут у нас, ребята, значится такой. Блин, схема не помню. Где-то там в бумажках схема лежит. Сейчас не буду искать. Едем в Ростов-на-Дону, в те края. На юг. Едем на юг. Начинаем разгрузку со Смоленской области. Город Рославль. В Рославле разгрузимся и поедем потом туда дальше. Вот такие вот планы. Погода сегодня просто жесть какая-то. Ну, сами видите, какая погода, ребята. Дождь, такая моросячка идет. Летит пыль такая, вот как в Калининграде. Часто и густо такая бывает. Бывает, конечно, и хорошая, но там вот по осени начинается вот это вот, как пыль с неба такая, летит водянистая. Дней дома, ребята. После 38 дней работы 14 дней дома отдохнул. 2 недели полноценно гульнул. Так, вот мы покидаем этот замечательный город, друзья. Выезжаю. Фотокамера слева стороны. Слева. Все, проехали. Ну и когда мы вернемся, теперь не знаю, ребята, и куда нас занесет. Пока предварительно, что едем туда на юга, в Ростовскую область. А куда дальше, остается только догадываться. Но я вам сообщу обязательно. Вот так вот, ребята, выбрались мы за пределы населенного пункта. Остается в прямом направлении проехать порядка 600 километров. Да, даже чуть побольше. На сегодня планы такие. Доедем до Смоленска. Пересечь границу нужно будет с Россией. Заправиться. И завтра поедем дальше. Да. На сегодня вот такие вот простенькие планы, незатейливые. Особенно суеты они не создадут в нашем деле. Природа, смотрите, какая. Огонь. Еще бы погода соответствовала этой природе. У природы нет плохой погоды, как говорят. Зато не жарко ехать, свежо. А вот и транспортники, друзья, смотрите. Стоят, смотрят. В таком месте что-то стали, но они, видимо, сразу туда, вот на заправочку справа сводят. И все, и контролируют ваш режим труда и отдыха. Символ Беларуси в очередной раз проезжаем. Зубра. Столько людей остановилось там. Всем интересно посмотреть. Скорее всего, те, кто редко здесь бывает, те останавливаются, смотрят. Автобус, бусы стали. Один бус. Съемку производят. Все, сейчас мы выйдем уже с Брестской области, будем въезжать в Минскую. Погода не меняется. Все стабильно у нас сегодня, без изменений. Что-то за дороги так взялись прям основательно. Уже за последние 3 часа 4-й участок проезжаю, где проводятся какие-то работы, связанные с дорогой. Вот и здесь тоже сужение. Непонятно прям пока из-за чего. Смотрю, бочка стоит. Сейчас увидим с вами, ребята, что это тут происходит. Асфальт срезают верхний слой. Поэтому они вот так вот фишечками отгородили все в целях безопасности. У нас за техника.
работают, смотрите. Видите, как они эти ямки, чтобы не латать, не делать эти латки. Едет сразу целиком одну полосу срезает и все, и потом сверху новенький асфальт, чпонс, и готово. О, земляк. А нет, это скорее всего будет местный житель. С казахстанскими номерами, с алматинскими едет. Компания Дженти. Да, вот второй регион. Сейчас посмотрим тягач. Какую регистрацию имеет. Прицеп алматинский. Тягач. Российский номер, да. Так вот, такой вот комбинированный автопоезд. Я думаю, прицепы в Европу заезжают эти. Их там перецепляют. На границе с Польшей перецепляют и затягивают в Европу. Вот, груз доставляют. Потом опять его на территории Европы загружают, вытаскивают на границе с Белоруссией и уже здесь забирает местный перевозчик. В общем, тягачи меняются. По территории Европы европейские таскают грузовики, а по территории стран СНГ уже кому попадет как. Так, добрался до развилки на аэропорт национальный аэропорт Минска. Проезжая развилку, идем по объездной самого города по трассе М1. Ну, это не объездная, это как мимо проходящая дорога. Кольцевая Минска, она там, можно сказать, окутывает город. Вокруг Минска есть кольцевая, это так мимо проходящая дорога. Тут уже, смотрите, закатывают, тут уже срезали слой и уже закатывают. Нормально так взялись, да, друзья? Так хорошо идет восстановление дорожного покрытия. Это уже в последнее время как-то так немножечко раздражали некоторые участки дороги. Так, скидываем скорость до 40. Люди прям по дороге ходят. У них дороже стоит это направление. То есть, ну, такая обстановка. То есть, то, что ты хочешь, выбираешь. Так вот, ребята, больше денег, делают во время дождя даже. Процесс идет. Видимо, поставлены жесткие рамки. Александр Григорьевич обозначил жесткие рамки восстановления дорожного покрытия. Так, ну, ребят, вроде бы как сбежал от этой тучи такой, которая расплакалась с утра, лила на землю слезы. Вон она, черная мамба. Черная такая мгла позади меня. Обогнал я ее наконец-то. Ёшкин кот, уже замучился я по этим дождям ехать. Все дождь. Вон, видите, куда она, туда куда-то на северо-восток пошла. Ну, мы тоже на северо-восток движемся, но она так покруче, можно сказать, на север мотанула. Это тучка. Все, а впереди уже, вот, смотрите, даже просветы какие симпатичные. Да, вот, смотрите, какое поле красивое. Яркие цветочки такие желтенькие. Я обычно чихаю от него, когда вот ветер начинает дуть, с него вот это вот поднимается что-то. Вот, ну, я недолго так, пару раз ноздри прочищу, и все, и нормально потом становится. Видите, какая красота. Ветер, да, ветер отогнал эти тучки, ветер вот как бы отсюда вот так вот задувает, справа так, ну, на север. Мы сейчас едем на северо-восток, вот так, как бы наискосок вот так движемся. Ну, если руку держать, вот там вот восток, а мы вот под таким углом идем. Вот такие вот, такая информация. Ветер, конечно, у нас будет некоммерческий, потому что я сейчас доеду до Смоленска, и нужно будет как раз на ветер туда вот повернуть направо, на юг.
Да, веселого мало. Некоммерческие условия создаются, да, некоммерческие. Кто-то из подворотни вывернул из леса на красной Скании. Так, я, ребят, вам сказал, не сказал, у меня 15 разгрузок. По-моему, я вам говорил уже, или не говорил, или просто направление назвал. Ну, повторюсь еще раз, если говорил. 15 у меня выгрузок, друзья. Населенных пунктов штук, наверное, 8. Потом я вам перечислю, какие будут. Вот такой веселый у нас маршрут в этот раз будет, ожидается, да. 15 адресов различных посетим. Так, сколько загрузок будет в этом рейсе, я понятия не имею. Мы сейчас развозим свой товар, наш товар, который производит наше предприятие. Это основная цель в моей работе. А когда будем уже двигаться без груза, без нашего, там уже что-то нам попутно, возможно, возьмут, возможно, не возьмут, когда как. Бывает по-разному. Бывает берут, бывает не берут. Так, а вот уже замененные участки, видите? Цветом отличается. Уже все восстановленное покрытие. Оперативненько, не так раз, и все. Здесь дорожка прошлогодняя, а по левой полосе уже новенькая. А вот разметочка рисуется новая. Видите, машинка идет, рисует, смотрите. Раз и закончится прерывистая. Все. Совсем недавно, видимо, положили. Погодка, ребята, смотрите, какая погода. Мы как те пилоты, которые во время дождя взлетают. Сначала дождь, так его мотыляет ветра, потом тыкс, когда над облаками поднимается, и такая красота настает. Вот у меня примерно такой же эффект создался, когда я выехал с этого циклона дождливого. Сейчас солнышко, температура растет, плюс 24 градуса уже. Подъезжаем к границе, ребята. Солнышко светило, такой классный день был. Догнали мы очередной циклон, который, видимо, шел по пути у нас. Вот, от одного сбежали, к другому приехали. Все, а он такой же прям хмурый и печальный. Смотрите, какой темный этот циклон, который на нас надвигается. Не знаю, может, я неправильно называю. Грозовой фронт. Вот. Грозовой фронт мощнейший впереди по курсу. Так, а мы приближаемся к тому же времени еще и к границе вдобавок. Так, а что у нас тут на границе? Ну, сейчас будем проезжать пост ГАИ, про который я вам уже неоднократно рассказывал. Если есть нарушение на машине, то нас пригласят зайти и оплатить это нарушение. Может сам сотрудник выйти, ГАИ с палочкой вас туда сопроводить. Вот транспортники справа, смотрите, стоят. Огоньки влево бегают. Тык-тык-тык-тык, значит, можно объехать. Вот. Может он, я продолжу, может выйти сам сотрудник ГАИ, вас завести. Или загорится такой информационный щит светящийся, что такой-то номер, проедьте туда-то, туда-то. Вот. Сейчас вот видите, уже светятся чьи-то номера. Сейчас мы их прочитаем, чьи там они. Так, номер 0009 СС5. Стоп написано, видите, справа. Вот он передо мной. Все, он даже сотрудник ГАИ справа хотел за ним уже поехать. И Т512 В039. Вот видите, СС09. Вот остановили уже легковую.
Сейчас он будет платить штрафы, друзья. Да. И также фуру тоже уже машинка начала выезжать. Сотрудников ГАИ, если бы он не остановился, его бы вот здесь вот где-нибудь зажали, еще и дополнительно бы нахлобучили, я думаю, за то, что он проехал мимо, проигнорировал. Все, машин очень мало. Нам повезло с переходом границы. Так что через часик мы будем уже на этом, в Смоленске, на заправке. Вот такие дела, друзья. Да, наверное, придется. Вот он уже вышел, смотрит. Курит этот, как его, как он называется, я забыл. Электронные сигареты эти. Здравствуйте. Вижу. Что везем? Игрушки. Один машин. Один. Все, друзья. Вот и прохождение границы. Не всегда так бывает, по-разному всегда, друзья. По-разному. Бывает и в кабину залезет, посмотрит, один ли на самом деле. Бывает, ворота открываешь, идешь, показываешь груз. По-всякому. По-всякому. На кого как попадешь. Вот, сейчас у нас будет весовой контроль. Весовой и транспортный. Покажу вам уже от начала до конца весь этот увлекательный процесс. Смотрите, дождик перестал идти, как это ближе к транспортникам стали подъезжать уже, ну, видно, что он прошел. Видите, уже брызги летят в разные стороны, солнышко. Но мы его догоняем все равно. Я думаю, сейчас мы вот немножечко ускоримся после прохождения границы, мы его догоним. Ну все, транспортники не вышли, после весового контроля пройдем. Сейчас подъедем к таможенному контролю. Да, здесь 3 полосы, видите, для грузовиков. Сверху две крайние левые. Грузовикам запрещено ехать, а 3 позволяют это делать. Сколько там перед нами машин? Ну, машинки 4 есть, 4-5 машин. Сейчас. Что он бус останавливает так как-то. Уже бы меня сфотографировал. Нет, сначала решил его. Ладно, подождем. Чунга-чарга какая-то, блин. Вот что он делает? Вот смотрите, пропустил слева от меня машину. Товарища, который под знак проехал. Постоял, посмотрел на меня. Я думаю, что он смотрит? Окошко открываю. Он говорит, документы на груз. Я отдал ему. Посмотрел, говорит, можете проезжать. Здесь будем заправляться. Протиснулись. Вот, все, сейчас я вот так вот подъеду и сразу себе и деф залью, и дизель. И нормально стал, другая машина здесь свободно подъедет. Припаркуется. Все, ребята, иду я заправляться дальше. Так, дизель. Девятый возьмем. Зачем мне перчатки, если я их не одеваю? В руках сначала за пистолет хватаю, потом перчатки. Такие. Заливаем от блин. Все, пошло. Процесс пошел. Сейчас дополна затаримся и
Поедем спокойно. Я уже все в летней форме одежды уже. Здесь лето, тепло. Так, друзья, залились мы до полна, полные. Сейчас я вам скажу, сколько в какой бак вошло. Надо где-то мне машинку в сторонку поставить здесь, чтобы не мешать на выезд ребятам. Вот тут вдоль этих заправочных стану. Все равно я тут ненадолго, бензовоз, если даже приедет. Или туда мне лучше проскочить, чтобы... ладно, сюда заеду. Бензовоз приедет, я отъеду, если буду мешаться. Так, а сколько же у нас вошло? Вы спросите. А чтобы было мне что ответить, вам мне надо посмотреть. Я ориентировочно могу сказать, а так точно нет. Так, в один бак у нас вошло 435. В другой бак у нас вошло 460, уже 895. И от Blue залил, ну, деф этот, мочевина, кому как удобней. Залилось туда 38-31. Вот, все заливал до полна, по 2 чека, потому что один основной, когда заказываешь, у них нету такой услуги до полного бака. Говоришь там по максимуму, ну я сказал 600. Вернее, от Blue когда заливал, говорю, мне 50 литров. Она чек с 50 включила. Потом, когда 38, 11, 31 вошло, она мне 11,69 сделала возврат на карту денег. И так вот с каждой операцией, и на топливо, и на все остальное. Так, а сейчас мне нужно отстояться. Паузу сделаем 45 минут. И поедем дальше, ребята. Да. В очередной раз проезжаем пост ГАИ в Смоленске. Трасса М1, ребята. Также продолжаю двигаться в сторону Москвы. Решил заточить яблоко. Немножко развлечь свой организм. Не знаю, во сколько ужинать буду. Не нужен ли мне он вообще. Потому что время без 28. У меня плотненький обед такой был. Картошечка, запеченная с ребрышками. Домашнего приготовления. Вот он и поворот на Брянск. Уходим на Брянск. Надо... Ребята, шумы создаются, наверное. Видите, сейчас уже включаю иногда обдув такой. И вот за счет этого, наверное, и шум у меня появляется в камере. Да, у меня вообще что-то, я имею в виду, проблемы со звуком постоянные. Что-то никак я не могу с этим никак справиться. Ну, я вам говорил, что уже надо на телефон пора начинать снимать. Купить петличку. Вот, как в этом... Смотрю канал с удовольствием, дальнобой по Америке в паре. Там Татьяна снимает видео и постоянно использует петличку, я смотрю. Ну, кое-когда DJI микрофончик, радиомикрофон. Вот. Но чтобы мне снимать на телефон, надо телефон мне сначала поменять, потому что если я начну на него снимать с микрофоном, у меня другая проблема начнется. Будет звук отличный, а изображение будет лишь бы что. Поэтому в планах в ближайшее время нужно найти телефон хороший, который снимает, почитать характеристики, уже кое-какие наметки есть, не буду рекламировать, какие я там собираюсь покупать, но в скором временем, думаю, все у нас изменится в лучшую сторону. Так, смотрите, опять мошкара эта, блин, задрала она. Летит и летит, летит и летит, опять весь обзор портит. Сейчас потеплело, начнется тут к вечеру бомбометание по лобовому стеклу из тел насекомых различных. Сейчас май еще у нас, да, сейчас еще майские жуки начнут летать, вот засада будет, там такие пятна от них остаются, если как влупит в стекло, так влупит, там потом его за раз и не отмоешь. Да, тут и комары вон с мухами тоже нормально так залепляют все стекло. Так что вот такие дела, друзья. Едем мы в сторону Брянска, заночуем в Рославле. Ну, где заночуем, я вам покажу, как подъеду. Вот девчата в рапсе фотографируются, нравится им такой цвет, наверное. В желтое поле такое ныряют. Ну,
не только девчата, смотрю, и пацаны тоже приостановились. Ребят тоже привлек этот цвет. Вернее, привлекла красота этого места, так скажем. Так, друзья, вот с таким красивым стеклом мы заехали. До Рославля я добрался. И вот тут возле города такая стоянка. Сейчас мы спросим, что почем. Никого нет. Здравствуйте. Сколько? Сколько? 300? Я себе не... Ну что, ребят, стоянки 150-200 рублей. Это такую сумму заломил, как будто в Москве. Доброе утро, друзья. Вот я заехал на такую территорию. Въезд был эротический, конечно, такой. Да. Эротический въезд. Уже все собираются. С 8 часов утра начинает работать предприятие. Мне нужно сейчас подломиться, так боком стать, потому что их товар лежит у меня в машине, не в прицепе, а в машине. Чтобы прицеп не отцеплять, я просто бочком так стану, буквой Г. Все, и они заберут его, и рассыпляться не придется. Вот так вот мы стали. И все, сейчас пойдем спокойно ворота откроем. И не надо будет рассыплять прицеп. Сейчас покажу как. Та-та-та-та-дан. Таран-тан-тадан. Таран-тан-тадан. Та-дан-тан-тан. О, видите? И все, и у нас доступ к воротам есть. Сейчас сюда подъедут, и мы подадим товар с машины. Вот этот. И все будет. Хоккей. Ворота открою сейчас. Опа. Чикс. Готово. Вторую тоже, наверное, для пущего удобства. Вот с такими наклеечками. Это их товар. 83 коробки будет. Поставили напротив на выезде машины легковые. И нет возможности выехать. Сторож, ну или охранница пошла напротив в домик просить их, чтобы машины убрали.